Сегодня я совсем не планировала снимать, но птицы так красиво пели, а солнышко старательно пригревало, что руки сами потянулись за камерой. Ролик получился совсем небольшой, но наполненный теплом и уютом. Грот восточный, а в народе просто квадрат, так как с определенного ракурса очень похож на квадрат, правда какой-то нелепый, с неровными сторонами. Люблю сюда приходить именно весной, когда уже пригревает солнышко и на склоне уже почти растаял снег, но при этом еще не проснулись первые клещи. Сейчас полезу вот здесь вот. Вот так, вот так, вот так. И вон в тот грот. Это грот-склеп. Сейчас залезу, покажу, как там внутри. Ну вот я и наверху. Вон там оттуда вышла. По той скалке лезла. Такая высота. Здесь вот потом надо по вот этой дорожке проходить аккуратно, потому что здесь скала откидывает, чтобы не свалиться туда. И вот он сам гротик. Небольшой. Здесь даже можно ночевать. У меня есть желание и мысль здесь переночевать как-нибудь. Я это организую обязательно. И обязательно буду это снимать. Гротик очень интересный. Здесь его, кстати, оборудовать вполне можно. Только лазить сюда не прикольно. Есть такая небольшая сквозная дыра. Вот она. И вот так вот выглядит выход. Похож на такой склеп, только без двери, поэтому так и называется. Такой интересной формы выход, как будто кто-то специально его выдалбливал или выпиливал. Но этот грот образовался естественным путем. Такой интересный гротик. Ну, мне с моим ростом здесь хорошо, я могу вот стоять в полный рост. Там немножко приходится наклоняться. Но чуть-чуть выше меня люди уже стоять здесь не смогут. У меня рост 1,57 м. И мне уже практически вот. Ну, еще есть немного места. Виды здесь вообще шикарные, просто шикарные. Мечтаю здесь переночевать. Поход я не снимаю, потому что не вижу смысла. Хочу организовать потом специальный выход со съемками. А сегодня я просто отдыхаю. Котик сидит, залипает, смотрит на шикарные виды. И я сейчас к нему тоже присяду. Ну что, дружище, подвинься. Посидим, поразмерим. Вглядываясь вдаль, я представляю, как маленькие гномы суетятся в своих подземельях и тоже радуются наступлению весны. Для них это настоящий праздник, и весну они встречают большим весельем, накрывают огромные длинные столы, достают свои самые вкусные запасы, украшают свои подземелья драгоценностями, надевают лучшие наряды. Хорошо так. Тепло, и мухи не кусают еще пока. Ну, сегодня уже видела мушку. На солнышке пригрелась. Птички так поют, весне радуются. Утром такой дубак был, -13. Я иду, у меня все замерзло, руки отмерзли вообще. Оделась легче так огнем. Солнце обещали, а солнце уже по-весеннему пригревает. И вот наконец-то сейчас потеплело, я сижу, кайфую. Я там пониже чаек попила. Первый раз за все, наверное, время зимнее. Я и просто сидела и наслаждалась теплом, потому что я не мерзла. Ни костра не надо, ничего. Просто сидишь, пьешь чай, хорошо, тепло. Сплошной балдеж. И сейчас вот тоже в гроте вроде бы. На выходе из грота. И солнце здесь так хорошо пригревает. Балдеж, короче. Такие дела. Вон с той горы я спустилась. С тех скал. Вот там где-то грот Квадрат.
Уже, по-моему, немного видно его. Вот, вот, вот. Вот. Ну а здесь настоящая зима. То есть там, видите, снег на самой горе растаял, там солнышко пригревает, так хорошо, тепло. А здесь конкретный минус. Снег даже не думает таять. Очень много снега. Но он уже такой слежавшийся, твердый-твердый. Все-таки скоро начнет, наверное, таять. Подошла к роднику Болгаш. И представляете, случайно, что увидела, сейчас не знаю, снимет ли камера. Вон она, лягуха. Очуметь. Жаба, это жаба. Ой, ничего себе. Я просто увидела, что кто-то шевелится. Очуметь. А мы тут водичку пьем обычно. Тепленько. Жаба. Ну-ка. Что с тобой? Нормально все? Холодно-то как? Ё-моё, как же ты? Блин, она еще, по-моему, спит. Такая полуспячая какая-то. Еле. Короче, она начала оттаивать. Бедненькая, маленькая. Ну, может, это нормально в природе, я просто не в курсе насчет жаб. Ой, а там еще, оказывается, их там несколько. Очуметь, вон они. Они спят, ничего себе, что я нашла-то. Обалдеть. Эти спят еще. Ой, я первый раз в жизни вижу, как жабы спят. Вон там еще шевелится какая-то дальше. Или мне кажется уже. А это вон она куда забилась. Ладно, не буду трогать, я нечаянно. Я думала, они уже конкретно проснулись, а они, оказывается, еще спят. С ума сойти. Первый раз такое нахожу в природе, чтобы жабы спали. Зимовка жаб. Представляете? Не знаю, родник этот замерзает или нет зимой. По-моему, вон еще там. Да. Вот. Вот это вот. Ой, не знаю, видно, нет. Вот это наверху, это тоже жаба. Очуметь, ничего себе. Я вообще в шоке, реально. Я ни разу такого не находила. С одной стороны, так интересно найти, с другой стороны, побеспокоила. Но она реально уже проснулась сама. То есть я увидела ее шевеление. Она поплыла туда, вот в эту нору. И я ее так только заметила. Стала заглядывать, а там еще оказались жабы, которые еще спят. А это проснулась почему-то, ну еще такая, видимо, в полуодуренном состоянии, потому что холодно на улице, конкретный минус. Я говорю, утром было минус 13. Но сейчас я не знаю сколько, минус, по ощущениям где-то минус 9, так вот, минус 10 может. То есть они еще спать должны, я не знаю, что ее разбудило. Очуметь. Первый раз нашла зимовку жаб. Вот так они, оказывается, зимуют. Кто вам еще такое покажет? Фу, поднимаюсь в такую горень. Вы не переживайте, жабам от того, что я их сняла, хуже не стало. Та, которая проснулась, сама забилась потом под камень, дальше спать. А те две даже и не проснулись. Никогда не интересовалась этим вопросом, как зимуют жабы. А теперь любопытно стало, когда нашла их зимовье. Ну давай, иди. Поползень. Давай. Опа. Ну да. Не бойся. Хотя правильно, людей бояться надо. Непонятно, какие попадутся. Ну давай. Эти маленькие. На. На. Опа. Побольше взял. Куда уже мне в рюкзак? На. На. Ты малыш. Опа, сел. Эти малыш.
Видите, такие лапки. А я тут костром занялась. Вот. Принесла чуть-чуть веток, травишек. Хочу костерчик сделать, чайку попить. Костром надо заниматься, а тут поползень. Давай, иди. Ну иди, иди. На. Ах ты хитрюга, я вон там семок насыпала, он вон, возле котика. Ох, хитрюга. Смотри-ка, везде найдут. Ладно, насыплю, пускай щелкает. А я буду костер сжигать. Вот у меня котик тут сидит, и я рядом семечки положила. Опа. Быстро они соображают. Так, котик, короче, корми поползня, а я буду делать костер. Договорились? Хорошо с напарником ходить. Есть кому птиц покормить, пока я костер делаю. Вот и костерок. Дрова немного сырые, мокрые вернее, от снега. Поэтому дым такой дымит. Сейчас подсохнут, нормально будет. Птицы расчирикались. Увидели, что я семечек наложила, но боятся спускаться. Только этот поползень один и жирует, летает за семечками. Слышите? Ну вот, думала, сегодня вообще снимать не буду, даже телефон не достану ни разу. Ну, видимо, я так не могу. Что-то интересное да есть, чтобы показать хочется, поделиться.